Я представляю журнал «Империя духа», который посвящен межрелигиозным проблемам, диалогу между религиями. Empire of the Spirit, which is related to religious dialogue, Духовными учениями, spiritual teachings, свободными учителями, free teachers, психологией, psychology, медицина medicine, и прочее, все, что связано с духовными поисками человека. everything else which is related to spiritual search of human, За исключением New Age и коммунизма. except for New Age and ecumenism. Значит, поэтому у меня к вам вопрос, естественно, по теме нашего журнала. Разговаривая с вашими учениками, я понял, я узнал о том, что вы довольно длительный срок возглавляли, ну или были в управителях кришнаитской общины. Speaking to your disciples, I come to know that you for a long time was a big leader of a religious community. I don't have any disciples, so I don't know who you were speaking to. У меня сейчас нет никаких учеников, поэтому я не знаю, с кем вы говорили. Значит, я неправильно их назвал. They just used the wrong word. Yeah. Скажите сами, как они называются, люди, которые вокруг вас. How do I call them? I say, hi, whoever you are. They're just people. Ну, для меня они просто люди, я как бы рад всем, каждому, кто бы они ни были. Who come to programs, who we discuss, who we talk together. Те, кто приходит на наши программы, с кем мы вместе что-то обсуждаем. Sometimes we work together. Иногда мы даже работаем вместе, что-то делаем. Можно назвать это попутчики. So we can say it like those people Или нет, соратники по пути. with whom are you on the way, one way, or they are your companions on your way. I would say the best way to say is we associate together. Я бы думаю, лучший способ назвать их тем, что мы общаемся вместе. Ну, у этого должно быть какое-то имя, хотя бы условно. At least some conventional, not conventional, but some approximate name. Name. Ну, что-то вроде name. Something like. Why is a name necessary? Почему обязательно как-то их называть? They are individuals. They don't need to be defined by a name. Они их не обязательно вот как-то называть. Но само понятие индивидуум это уже их название. But individuals, individual is already a name for them. No, it's a category. Ну, это категория, можно сказать. Категория тоже имя. Category is also like a name in that sense. Not necessarily. You can be an individual and that gives you total freedom. Не обязательно, вы можете быть индивидуумом, это уже дает вам полную свободу. But if you're defined as a disciple or a follower or a believer, then you have limited them. Но как только вы называете кого-то учеником, последователем или верующим, вы сразу же их ограничиваете. And the reason I don't want to do that is because I've never asked anybody to believe anything I say. Причина, почему я этого не делал, потому что я никогда, в общем-то, не просил никого верить в то, что я говорю. In fact, I insist that they don't believe, that they have their own opinions, their own experiences that they embrace. На самом деле я настаиваю как раз на том, чтобы они не верили просто так, чтобы они получали свой собственный опыт, и который уже затем принимали, интегрировали. And if there's something I say that helps them in that, in their journey, that's fine. Если I'm что-то happy. из того, о чем я говорю, помогает им в их пути, в их путешествии, я очень рад этому. And they are seeking out their truths in all kinds of ways. И они сами ищут свои истины всевозможными способами и путями. Я просмотрел книжку. I перед тем, looked как- through your book. У меня нет никакой программы, никаких I вопросов. don't have any specific program, any list of questions. Я единственное, что заметил, что вы очень склонны к свободе. And one thing I immediately noticed that you are very much into freedom. Yes. И Да, как это бы правда. в этом мне близки, потому что коренной... Я сам буддист. Ну, если так можно условно сказать. You appeal in this very much to me because I am also like this. I'm, so to speak, have roots in Buddhism. И Будда говорил, что мои ученики не должны верить в меня, они должны проверить те инструменты, которые я им даю. Если они придут к тем же выводам, то они подтвердят меня. Если Buddha нет, was то опровергнут. saying so that my disciples should not just believe me; they should have their own experience, and that if they come to similar conclusions, then it's fine.
И у меня такой, во-первых, я хотел бы, чтобы он все-таки немножко рассказал о своем опыте вот в этой пралае, да, кришнаитов, и почему конкретно он оттуда ушел, то есть что его... Я немножко это понял из книги, но я эту книгу читал, а читатели нашего журнала ее вряд ли читали. He would like very much to know if you would shortly at least describe about your experience in this Hare Krishna movement and why you get out of there. Because it is some kind of evidence from your book, but as listeners will not probably read your book just right away. Wow, the problem is not describing it. The problem is you said very shortly. Проблема не в том, что вы это как-то описать. Проблема в том, что вы предлагаете сделать очень кратко, что очень трудно. So very shortly. Wow, that's going to exercise my brain. Сделать это очень кратко, это действительно серьезное упражнение для моего мозга. I liked it because I like very much the Vedic culture, but the one which was depicted as a historical culture. Мне это нравилось, но почему? Потому что мне нравилась ведическая культура. Мне очень понравилась ведическая культура, но больше именно в аспекте исторического описания истории. I spent a lot of years in India. I like the food, I like the people, I like the culture, I like the art, I like the music, especially Много лет music. провел в Индии, мне очень понравились эти люди, индусы, очень понравилась пища, культура, музыка, искусство, особенно I love the mantras. вот, мантры, музыка. I love the ideal, which is somewhat theoretical, but I love the ideal. Мне очень нравятся вот их идеалы, к которым они стремятся, которые в чем-то, может быть, слишком теоретические, такие утопические, но очень хорошие. I love the divine beings. I love the divine energy. Мне очень нравятся вот божественные существа, божественная энергия. But many things I don't like. Но есть много чего, что мне не нравится. I don't like the minimalization of the person, the individual. Мне очень не нравится как бы минимализация, принижение вообще личности. I don't like the way in which the value structure was created, such that the family had no importance, that children were tools. Мне не нравится I то, mean, как что превратилось That's a very big subject, the way система ценностей. women in general were depicted. Именно в том, что было, в конце концов в их системе ценностей была очень принижена роль семьи. Дети больше рассматривались как инструмент для достижения каких-то целей. И женщины тоже, их роль была очень принижена. The way in which people were exploited. То, как люди эксплуатировались в их It системе. was very much based on achievement, accomplishment, money, buildings, structures, hierarchy. То есть здесь он уже говорит именно про движение Кришны. Оно было в большой очень степени основано на стремлении к достижению чего-то, на иерархии и так далее. So I had a lot of trouble with the value structure, the external structure, and how I could possibly justify any longer being part of it. Поэтому мне было очень трудно, были большие проблемы с тем, чтобы согласиться с их системой ценностей, с внешней структурой этой организации. И я просто не мог найти способ оставаться там So дальше. I tried very hard to change it. I tried very hard to transform it, but I couldn't succeed. Я очень старался там что-то изменить, трансформировать это движение, но почти ничего не удавалось. And then after a while, I started to realize that I actually have philosophical problems with. Через какое-то время я начал понимать, что у меня даже есть философские разногласия. And so the break was a natural progression of my being more honest with myself and seeing things as they were and not as I thought they were or as I thought they should be or could be in an ideal sense. И таким образом мой как бы уход из этого движения, разрыв с этим движением, он явился просто естественным развитием событий, когда я просто решил идти путем того, чтобы быть честным с собой, вместо того, чтобы думать так, как я должен думать, или воспринимать все, как оно должно быть, или как кто-то считал, что оно должно быть.
So at this moment in time, my philosophy or my idea is they do what they do, and I do what I do, and everybody's happy. На сегодняшний день мои представления, моя философия в том, что они занимаются тем, чем они занимаются, а я занимаюсь своим делом, и пусть все будут счастливы. А это правда, что они объявили его демоном? Is it true that they announced you to be a demon? Yeah, it doesn't matter. Да, но это не важно. Не, ну это правда, что они объявили, что это не важно. Proclaim that you to be a demon. Было такое с их стороны? I don't know. You'd have to ask other people. Я не I знаю, don't наверное, really. об этом вам надо спрашивать других людей уже. I don't really deal with Ну, that. Это так, это шутка. It's too ridiculous. Ну, а я с этим... Теперь серьезно, а вам не кажется, что ваше расхождение с ними это было столкновение западной и восточной точек зрения вообще на место человека в этом мире? Do you perceive it, if you perceive it like, is it possible that it can be like conflict between Western, you going out of this movement was a conflict of a Western point of view and Eastern Oriental Oh no, not that at all. religion and philosophy? Нет, совсем нет. It was a conflict of how you deal with people, and I mean I've lived in India for 7 years, and I see they dealt. I mean they had a very highly developed sense of family, an enormous respect for the women. I mean, children were protected very seriously. I mean, these problems didn't exist in India in that same sense. Нет, без всяких сомнений нет, потому что это скорее связано с отношением к людям, потому что он жил 7 лет в Индии, он наблюдал, как в индийской культуре, там очень сильная традиция вот семьи, заботы о членах семьи, защиты детей, так что это не вопрос культуры восточной. I have no problem with India and with Indians. I mean, even today, I hear so many who have such great regard for me still, and who appreciate and invite me back all the time. У меня нет проблемы вот именно с Индией, с индийской культурой, с самими индусами до сих пор. Среди них есть те люди, которые меня очень уважают и приглашают. The problem is the West, not the East. То есть проблема не в Востоке, проблема в Западе. А, проблема в Западе? А в чем проблема в Западе? So what is the problem is the West? Oh, I think people in the West are very preoccupied by money, by achievements, by accomplishments, by structures, by restrictions, and they're very much into exploitation. Я думаю, что люди на Западе очень сильно погружены вот во всевозможные достижения, там, зарабатывание денег, во всевозможные структуры, организации, иерархии. И, по сути говоря, там очень преобладает эксплуатация. There's an enormous amount of greed and Там можно наблюдать the desire to manipulate people, the desire to очень сильное get from проявление them. жадности, вот, желание многих манипулировать людьми, получить что-то. I think there's not a very highly developed culture. There's a lack of gentlemanness culture, the way of dealing with people in a way which is productive rather than destructive. Я думаю, там очень недостает вот культуры такой более джентльменской, так, чтобы общаться с людьми как-то более созидательно, продуктивно, вместо того, чтобы разрушительно. But it's not black and white. I mean, what I deal with crosses over cultural lines, crosses over geographical locations. It's not something that you can put in this category or that category. I deal with all people, all energies, all spirituality, without restricting it into a particular kind of a designation. Но это отнюдь не в категориях черного и белого, потому что я в своей жизни как бы имею дело со всеми людьми с различных культур, с различных стран, народов, с духовностью как таковой, с людьми как таковыми, независимо от их происхождения. Not happy with designating and categorizing and boxing people. Мне совсем не нравится вот, навешивать на людей какие-то обозначения, ярлыки, присваивать им какие-то категории, помещать их в какие-то рамки, ячейки. А что Хари хочет предложить людям? Как бы кто за ним идет, и не боится ли он то, что как бы его последователи создадут некую новый культ? Then the next second magic question is Это что последователи, я понимаю, what не to подходит, но present так как бы. to people who is following you, and aren't you afraid that your followers will again create some cult?
First of all, they're not following me, and therefore I don't worry about followers. Прежде всего, те, с кем я общаюсь, они не следуют за мной, поэтому у меня нет проблемы именно с последователями. And since I'm not the leader of followers, how can they create a cult? They may create a cult with somebody else, or they may create their own cult. That's their own problem, not mine. Так как я не выступаю в роли лидера для неких последователей, то они не смогут из меня сделать культ. Они, может быть, сделать культ с кого-то еще или какой-то свой собственный культ сделать, но это уже будет не You связано know, со мной. when you create a cult, it's like your own personal experience is subordinate to another person outside of yourself. А когда вы создаете, когда люди создают какой-то культ, по сути это означает, что они принижают свой собственный опыт, а выше него ставят кого-то другого или So опыт. if that were to happen, it would be the devastation of anything I tried to do. И если бы это такое произошло или произойдет, это будет полностью противоречить, это фактически будет опустошением всего, что он сделал, Now, economically, this is not a very good principle. полным крахом. С экономической точки зрения это не очень хороший принцип. Because if I wanted to make a lot of money, it would be way better to make a cult, because then everybody would give me money. Потому что если бы я хотел как бы много денег заиметь, то, конечно, для меня гораздо выгоднее было бы создать культ, потому что это Самое очень выгодное дело удобно. создать религию. Мне If бы they were все my давали followers, they would give me money. деньги. Если бы они были мои последователи, они все бы давали мне деньги. So, from the financial point of view, it's much better to make a sect. It's the best business. Поэтому с финансовой точки зрения гораздо лучше и выгоднее создать секту. Это очень Конечно, это очень хорошо. А тогда в чем он считает свою роль вот среди тех людей, которые с ним вместе идут по этому пути? Какова его роль в этом сообществе? Then how you perceive your role in this association, in this community of people who are together with you? Let me define that, okay? Because trying to answer your questions, I'm always having to disagree with you. So let me break that cycle and just come out with what it really is. Похоже, что вы задаете такие вопросы, на которые мне приходится все время с вами в первую очередь не соглашаться. Ну а поэтому почему бы нет? Только мне да. хочется очень как бы разрушить этот паттерн, И этот замкнутый пусть цикл разрушается. и кое-что прояснить. It's like this. На самом деле все так. I do what I do. Я делаю то, что я делаю. If somebody listens, Если кто-то это I слушает, have an audience. тогда у меня есть слушатели, есть аудитория. That's the end of it. Вот и все. Ну, That means I come here. She arranged it. I come. I sit down. Somebody asks me something. I speak. We do some meditations. We do some work. That's it. Это реально означает, что я приезжаю сюда, вот она все это организовала, там кто-то пришел нас слушать, я что-то говорю, отвечаю на какие-то вопросы, мы можем проводить вместе какие-то медитации, вот и все. And that's my role because that's the definition here. Sometimes my role is to play guitar. И такова моя роль, потому что так она проявляется здесь. Иногда моя роль просто в том, чтобы играть на гитаре. Sometimes my role is to play lunch. It Yes, I'm just a depends clock. on who's sitting in front of me Иногда моя роль в том, or чтобы cook lunch. готовить обед. Все зависит от того, с кем я общаюсь и в какой роли я выступаю. да, но это с точки зрения его. А с точки зрения меня, как стороннего наблюдателя, есть Хари. From external point of view, there is you, Hari, Некая как бы проявленная фигура в этом мире. like some manifested figure in this world. Есть некие люди, да, There are some people around. для которых как бы в принципе, которые как бы для них Хари является центром кристаллизации. And for them, you are like, so to speak, a center of crystallization point. Они что-то совместно делают, And they do something together, получают какой-то опыт get совместный. some common experience together. Это для внешнего наблюдателя. It's for external observer point of view. But external observer should also notice that sometimes people are there and sometimes people are not there. They come and they go. So it's not a Если constant. It's not a внимательно- continuous thing. Если это внимательный внешний наблюдатель, он также заметит, что люди иногда приходят, иногда уходят, кто-то приходит, тут нет каких-то вот постоянного чего-то. It's not a membership. It's not a commitment. It's not you sign your name on the bottom of the line. You don't get an initiation and thus you're bound.
тут здесь нет никакого членства, нет никаких там жестких правил, нет какого-то элемента посвящения, там, инициации или всего чего-то. You come, you take what you want, you go. Вы приходите, получаете, если получаете, что хотите, уходите. Look, I make no apologies for the fact that I share what I know. Я как бы не... Это не apology. That means I don't have to apologize for the fact that I know something and I speak about it. Другими словами, у меня нет необходимости как бы оправдываться, извиняться за то, что я что-то знаю и могу этим поделиться с другими. But I insist on there not being any binding conditions. Но я при этом я как бы именно настаиваю на том, чтобы не было каких-то связывающих, сопровождающих условий, And that's, I think, the обязательств. most important factor. I think it's the factor which I need to have in my life too. Я думаю, что это очень важный фактор, и тот фактор, который мне необходим в моей собственной жизни тоже. You're in front of me, I give you everything I have. Когда вы передо мной, я вам поделюсь с вами всем, что у меня есть. You go away, there's no requirement. Но если вы уходите, у вас нет никаких обязательств, You're not bound. не связаны. То есть, насколько я понял, он сам понимает опасность того, что как бы из него могут сделать кумира. So as much as you could understand, you yourself are aware of Of the course. dangers that become an idol of you. I'm totally aware of it. Я очень хорошо осознаю эту опасность, I lived with it for 30 years. потому что я жил с этим 30 лет. So I have more experience in it than you could imagine. Поэтому у меня с этим гораздо больше опыта, чем вы можете себе представить. So what better person to make sure it never happens again? Поэтому вы вряд ли найдете лучшего человека, способного лучше как бы сделать так, чтобы этого снова не произошло. I see it coming from a continent away. That's Yeah, how sharp I am at that Чую за particular километр, если issue. это приближается, у меня настолько уже развита к этому чувствительность. Ну, я очень рад, что это так. Я надеюсь, что ему удастся соблюсти эту тонкую грань. I'm very glad that it is so, and I hope that you will be successful to like have this subtle thin border. Потому что можно легко стать из источника знаний в источник поклонения. Because it seems like it's very easy to become converted from a source of knowledge into the source of worship for worship. Yeah, and what I experience is that as long as I'm sharing consciousness, I feel good about it. As soon as it becomes something else, I don't feel good about it. So I keep my awareness to how I feel about what is taking place. Да, и еще что я заметил, что интересно, что когда я просто делюсь как бы, своим сознанием, я чувствую себя очень хорошо и комфортно при этом. Как только это превращается во что-то другое, я сразу же чувствую дискомфортно, поэтому я стараюсь очень внимательно следить за своими ощущениями, осознаниями. And as soon as it becomes a transaction, I withdraw. И как только это превращается Транзакция. в транзакцию, то я понимаю, что это неправильно. I'm lousy businessman. Потому что я никудышный бизнесмен. В буддизме это называется одержимость демонами Гелпо. Одержимость демонами Гелпо. Гелпо — это правитель по-тибетски. In Buddhism they have a name for it, like being obsessed by some demon. They have a specific name for such demon. И любого человека, который как бы идет по какому-то пути, у которого появляется последовательный, у него самый большой риск — это оказаться подверженным этому For any воздействию. person who is following some way and there appears some followers or associates with him, this is the biggest danger to become obsessed with. Это причина того, что многие великие мастера не сумели до конца реализоваться. And this is a reason why many great masters were not able to become realized fully. Тогда вопрос, который я уже как бы начал. А что он подразумевает под конечной реализацией? Цель пути. Какая цель вообще нашего пути жизни? Then the question, what is your definition of the final goal of this way which you walk? Oh, another one of those words, goal. Oh my God. Еще одно такое словечко, цель. As soon as you say goal, I think of the World Cup. Как только вы говорите слово цель, мне сразу же образ какой-то кубка. It's not that I'm so against the word goal. Of course there are goals, like you had a goal, do an interview. When your interview is over, you've accomplished your goal. Okay, that's fine. Не то чтобы я против самого слова цель, потому что цель это нормальное явление. Вот у вас была цель взять интервью, вы достигаете, это нормально.
But I can't use the word goal in terms of life or in terms of evolution because it's a process. There's no finality to it. There's no ending. There's no goal. Но я не использую слово цель применительно к жизни или к эволюции, потому что у нее нет некой конечной как бы, стадии, это бесконечный процесс So развития эволюции. I know what you're getting at, so let me help you. Я знаю, как бы, что вы имеете в виду, к чему вы это ведете, и позвольте мне вам помочь. Maybe a better way to say it is what's the point? Может быть, лучший способ сформулировать вопрос, в чем смысл всего этого. You're doing something, Вот вы so what's что-то the point? делаете, но в чем смысл? Sure, it has to have a point, otherwise Конечно, в it's этом meaningless. должен быть какой-то смысл, иначе это будет бессмысленно. Well, what's the point? Well, let's divide it. There's what's the point for me, and what's the point for those who I might interact with. Ну, давайте разделим это на две составляющие. В чем смысл лично для меня, в чем смысл для тех, с кем я общаюсь и взаимодействую. What's in it for me? Что в этом для меня? Let's start with that because Давайте с I'm этого most начнем, familiar потому with что that. я с этим больше всего знаком. What's in it for me? Well, Что в этом для меня? it's fun. Ну, вообще это просто интересно и весело. At the point it stops being fun, then I don't think I'll be interested anymore. В тот момент, в который это перестает быть интересным и таким веселым, я не думаю, что мне захочется это делать дальше. I like to do this, what I'm doing. I like to share what I share because it's fun. I cannot really basically think of any other reason that would motivate me more. Мне нравится делать то, что я делаю, нравится делиться тем, чем я делюсь, просто потому что мне это интересно, мне это нравится, и я не могу как бы придумать более лучшего объяснения вот своей мотивации. Okay, I know it's good for others. Хорошо, я также знаю и понимаю, что это благоприятно для других. They tell me. Они не сами об этом говорят. I know it's valuable information. Я знаю, что это ценная информация, с которой я делюсь. I feel that. Я чувствую это. I like that we share experiences which help our evolution. Мне нравится, что мы вместе получаем какой-то опыт, который способствует нашей эволюции. But if it was a suffering for me to do it, I wouldn't do it. Если для меня требовалось как-то мучиться и страдать вот от того, что я делаю, я бы этого не делал. Because what I do is I share. Потому что то, что я делаю, по сути, я просто делюсь. So if it was a suffering for me to do it, I'd be sharing my suffering. И если бы я в процессе просто мучился и страдал, получилось бы, что я делюсь своими страданиями. And there's already enough suffering, you don't need mine. А страданий в мире так уже достаточно, не нужно еще для этого мои. So I do it because it's fun. Поэтому я делаю это, потому что мне это нравится и мне интересно. Now I know that sounds very selfish. He just does it for fun. Я знаю, что это звучит очень странно, может быть, дико и как-то эгоистично. Кто-то думает, он это делает просто потому, что ему нравится. But if I was having fun at your expense, then it would be selfish. Но дело в том, что если бы я как бы так развлекался, вот, делал то, что мне интересно за ваш счет, то тогда это бы, конечно, было эгоистично. If I'm having fun going around giving 5,000 ruble notes to people, you know, what's the problem? Но если мне интересно и весело от того, что я хожу и раздаю, так, скажем так, пятитысячные купюры людям, в чем проблема? It's my fun. Это то, чем я развлекаюсь, мне весело от этого. Would you complain? Вы что, будете жаловаться? It's not exploiting. Это не эксплуатация. Maybe I have self-interest in it, Может быть, у меня есть в этом какой-то личный интерес, but that's different than selfishness. но это нечто другое, чем эгоизм. Корысть. Это не корысть. Это очень похоже на одну из главу Заара. Зуар. Ну, Писание? Зуар. Ну, это каббалистическая книга, трактат. It sounds very similar to the Там scripture. целая глава посвящена тому, как Творец до создания мира играл с буквами. There is a whole chapter describing how a creator, before creating a world, was playing with letters and symbols. А отсюда мудрецы делают вывод, что человек, когда перестает играть, он перестает жить. And from this, sages make a conclusion that as soon as a human stops like playing, it stops living.
Yeah, you'll find a lot of the things I say will be reflected in various mystical traditions because, after all, I'm a spiritual mystic. Ну, я верю, что, скорее всего, вы найдете много из того, что я делаю, о чем я говорю, в каких-то мистических традициях, потому что я действительно духовный. Почти всю книгу, которую я прочитал, я нашел там аналоги. Almost Но the whole это наоборот подтверждение истины, а не book, не that обвинение. he found analogies, but it's more confirmation. After all, mysticism is based in experience, and experiences are things that we all share. We just choose to define them in different ways according to cultures and religions and times and our own personal capacity. В конце концов, мистицизм основан на собственном опыте человека, а опыт — это то, чем мы можем делиться друг с другом, мы можем иметь некий общий опыт. Разница лишь в том, что люди склонны обозначать его, интерпретировать его по-разному в различных культурах, в различных традициях. And what I did, I spent time extracting, I know that sounds not so nice, but I was extracting the essence of traditions I respected. И что я делал, что я сделал, может быть, это звучит не очень красиво, но я выделял экстракт, то есть выделял главное, выделял суть вот, из тех традиций, которые я очень уважал. And I mean, before I had my own experiences, but I wanted to see my experience in the light of the essence of different mystical traditions that were resonating with me. И мне очень хотелось воспринимать, понять свой опыт в свете вот различных мистических традиций, которые мне были доступны, с которыми я был знаком. And then I started to see these patterns in the methodology by which one reaches within and from there explores everything. И затем я начал обнаруживать вот сходные моменты, как некие паттерны, такие, скажем так, стратегии, если можно так сказать, нацелены на то, что в первую очередь человек обратился внутрь себя, затем же оттуда во внешний мир. Вопрос немножко со стороны. Он знаком с таким понятием, как линия передачи? Существует ли просто в тех традициях, с которыми он сталкивался? So are you aware of the lineage succession in those traditions you are familiar with, like disciplic succession? Of all the traditions? No, in those traditions, was there such notion in those traditions you were familiar with? What is familiar with me? What does he mean, those traditions I was familiar with? What does that mean? Что вы имеете в виду вот тех традиций, с которыми были знакомы? Ну, он же с какими-то традициями был знаком. Он сам только что сказал, что он те мистические знания от тех традиций, с которыми он был знаком, You mentioned резонируют. yourself that you were making an extract of those teachings or traditions you were familiar with. Oh, no, I wasn't doing it from a historical point of view. Нет, я делал это не с исторической точки зрения. Это не историческая точка зрения. I was doing it more from a metaphysical point of view. Я это делал больше с метафизической точки зрения. You know, I'm also a reviewer for a book company. В том смысле, что я, как можно сказать, работаю также тем, кто читает, просматривает очень много различных книг и выбирает, какие книги печатать для издательства. So I was regularly receiving boxes of books, and it was all about spiritual traditions. И я регулярно просто целые коробки книг перечитываю, просматриваю. Поэтому я знаком с очень многими I have традициями. this capacity. I kind of pick up a book and thumb through it very rapidly, and after about maybe 10 thumb throughs, I know whether I'm interested to read it or not. У меня есть такая способность, я беру книжку, просто ее так пролистываю, и через какое-то время я уже прекрасно понимаю, хочу ли я читать или нет. Рикпалон называется по-тибетски, это ситха. This is kind of a sitha also. In Tibet, Рикпалон. Рикпало. One of the books I was very interested in was about Kabbalah, and I liked it very much. Одна из книг, которая меня очень заинтересовала, была как раз о Каббале, она мне очень понравилась. There were many Sufi, I can't remember his name, one Sufi book I read I was really impressed by.
Также, я помню, одна софийская книга мне тоже очень понравилась, произвела большое впечатление. Of course, I'm very familiar with all of the Eastern traditions of yoga and all of that. Конечно, я довольно очень хорошо знаком с восточными традициями йоги и так далее. Before I even started that, I was a Zen Buddhist, believe it or not. Верите ли вы или нет, но еще до того, как я вот увлекся восточной философией йоги, я был дзен-буддистом. And interestingly enough, it impacted me deeper than anything else I ever did. И что самое интересное, это произвело на меня самое глубокое впечатление, оказало самое глубокое влияние, чем все, чем я когда-либо Because занимался. I would practice the archery. Я практиковал своего рода вот эту Стрельба из лука. стрельба из лука, да. I really love that. И она мне очень понравилась. Это не под влиянием Джон Кейджа? Was it under influence of John Cage? No, I don't remember. I was, that's Я даже не помню, это было 42 years ago. 42 года назад. That's a long time. Это было очень Очень давно. давно, да. Очень давно. That's very long time. Я имел в виду живых представителей каких-то традиций. Почему я так говорю? Потому что, Meant some так как Хари стремится к свободе, да, representatives of traditions which are still alive, and why I'm asking, because you are reaching for freedom, я стремлюсь к свободе. you're aspiring for freedom. Сати I стремится к aspire for свободе. freedom. She aspires for freedom. Уграха стремится к Уграха is свободе, aspiring Марат for стремится freedom, к Marat свободе. is aspiring И for это стремление людей к свободе, оно уходит в глубокую древность. And Все this время были люди, aspiration of которые people for стремились к freedom, свободе. It goes way back when people very long time ago always were reaching for freedom. И я могу своим детям, например, там, или внукам сказать, я видел Хари. Через много лет. And after many years, I will be able to tell my children or grandchildren, when I meet you, Hari, such and such. Я And получил you от know него what they'll какое-то say? И знание. знаете, что они вам скажут, скорее всего? I know exactly what they'll Я say. точно знаю, что они вам Что? скажут. Who? Они скажут, кого? Почему? Совсем не Why обязательно. not necessarily so? Oh, definitely. Точно будет именно так. Не факт. Не, может быть, как, если он обладает ясновидением, может быть и так, Maybe на if мой you are взгляд, не совсем так. clairvoyant, maybe. But probably not. Неважно, также есть люди, которые стремились к свободе в прошлом поколении, в There were people, позапрошлом, 2000 лет few назад. generations ago, past generation, who were also reaching, aspiring for freedom. Они передавали мастерские средства для достижения They свободы were- своим каким-то, людям, которые вокруг них были. Giving the tools over to some people, tools for reaching that freedom to people around. И вот это я называю линией передачи. This is what he called lineage of transfer. Oh, okay, I understand. Теперь я понимаю. If I had to pick certain individuals, То есть приходилось ли мне выбирать каких-то личностей, от которых я это Не получил? выбирать, а скорее, какой они, были ли такие люди, какое они на него произвели впечатление. Maybe not if you have to pick, but if there were such people who Выбирать не то And слово, what тут нет impression вопроса выбора. what impact did they have on you? Ты либо встречаешь человека, и он это, Because либо... either you meet such people. yeah, I've met people. I've met a lot of people like that. Да, я встречал таких людей, я встречал довольно много таких людей. But I have to think a little bit. Но мне приходится немного подумать. Well, as far as spiritualists go, Что касается вот духовных таких личностей, that I actually personally met, с которыми я лично общался, I think the first one was Prabhupada. He had an incredible personal presence, and I knew him very well personally. я думаю, первый это Прабхупада из них. Я знал его лично, у него было просто невероятный эффект And присутствия его личности. I liked his mystical energy Мне очень нравилась его мистическая энергия, much more than what he said, даже гораздо больше, чем то, что он говорил. to be honest. And then Если так честно in сказать. India, I managed to meet some very, very fascinating people. В Индии мне тоже удалось встретить очень-очень интересных людей. Now, of course, there's a whole list of them, so Конечно, it их would go on for a много, long time. But целый список one man, можно было бы составить, но well, actually, один человек.
Probably the most initially significant effect that I felt from that energy was on the roof in a building in Hyderabad in the middle of the night. Вероятно, наибольший эффект на меня произвело вот та энергия, которую я почувствовал на крыше здания ночью в Хайдарабаде однажды. It was in the summer, it was very hot, so we were up on the roof, and Летом было очень there were жарко, brahmanas chanting. были на крыше. I think it was from the Shiva Purana. И там были брахманы, и они воспевали, насколько я помню, это тексты из Шива Пураны. And it was so exquisite, so gorgeous, so было настолько beautiful. I didn't sleep at великолепно, all the entire настолько night. I was прекрасно, just floating on the roof the настолько entire night. невероятно красиво, что я просто не мог даже спать ночью, я словно парил где-то всю ночь. But I never actually saw them, I just heard them. Но я их только слышал, я их даже не видел. That happened many times. И такое случалось много раз. In Vrindavan, one person was just chanting in the temple. I never saw him, I was just hearing him, but it had such a deep effect on me. Во Вриндаване, я помню, я слышал, как вот воспевал тоже священный пение один человек. На меня это огромное впечатление произвело, хотя я его так и не видел. Also in Vrindavan, I met one very fabulous person. Также во Вриндаване, я помню, я встретил одного тоже сказочного He человека. had a mystic power that he would pour water over you and rub you with a bark, and if you had any jaundice or any liver disease or any yellow, he would flush it out of you. You would see yellow water pouring out of you. Это был доктор, он обладал такой мистической силой, что он просто поливал сверху водой, потом натирал какой-то тряпочкой там или чем-то типа мочалки, не знаю чем, но если у вас была болезнь, вроде желтухи, вот, что-то желтое изнутри, эта желчь, она просто выходила через поры вашей кожи, стекала с вас, и вы избавлялись от этой болезни. And even if you were totally yellow with jaundice, you would be cured totally. Даже если вы уже там полностью пожелтели от желтухи, он мог вас просто исцелить. And we didn't believe him, so we used to take the bark and rub it and pour water, nothing, to test. What's bark? Bark, it was just a bark from, it was a mango bark. То есть он брал кору деревьев, дерево манго. И мы не могли поверить, мы потом затем брали эту кору, там терли об себя, пытались добиться того же эффекта, не получалось. And the thing that I really liked about him was that he just really saw who you were, and he didn't really care about the external things. Причина, почему меня это поразило и понравилось, потому что он чувствовал, что он действительно видит вашу сущность, и его совершенно не беспокоит как бы вот ваши внешние какие-то параметры и качества, кто вы, откуда вы. I tried to give him some money for what he had done. I was so grateful. Я чувствовал такую благодарность к нему, пытался дать ему какие-то деньги за то, что он сделал, He wouldn't even look at it. но он даже не посмотрел на них. And I asked his associate, because usually when people do that, you can slip it to the associate and they'll take it and it'll get where it's supposed to go. И я затем обратился к его помощникам, потому что обычно люди, если они не берут денег, можно хотя бы как-то всучить их помощникам. His associate said, no. Даже его no. помощники они сказали, нет. So finally I looked at his altar and his deities and I just kind of left it on the altar. I Я couldn't figure out what to просто do. увидел у него там алтарь божества и просто положил деньги на алтарь. I- Что еще мог сделать? I became very close with that man. И потом я очень с ним подружился. So unassuming. Он настолько вот без предубеждений, без всяких суждений, That really hit me very deeply. что это очень сильно меня задело, произвело очень глубокое впечатление. Okay, I've met huge gurus, huge acharyas of institutions of different sampradayas. I've met incredibly powerful people. They just didn't impress me. Но, да, при этом я встречал там великих каких-то ачарий, там лидеров, больших, огромных, всевозможных там организаций религиозных, сампрадай, течений, очень людей, наделенных огромной властью. Ну да, но каким-то образом они не производили на меня большого And I впечатления. always felt like bad about that. Меня всегда это очень смущало. I'm like, what's wrong with me? Why I don't like any of these people? Я думал, что-то, наверное, со мной не так. Почему я не могу их так уважать? Почему они мне не нравятся? And the people I like are these unknowns that are just
incredible personalities who you wouldn't be able to find if you tried. Почему так получается, что те, которые мне действительно нравятся, они вообще какие-то неизвестные люди, которые иногда даже днем с огнем, может, не сыщешь, и никто их не знает. These little mystics who are just sitting somewhere. Те, так, вроде малозаметные мистики, которые просто где-то сидят, и никто, мало кто знает. So my taste in personalities always went towards the ones who had real power but didn't do anything to let you know it. И поэтому мой, скажем так, вкус в этом смысле, вот те, кто мне действительно нравились, перед кем я испытывал это огромное уважение, это перед людьми, которые обладают большой мистической силой, но при этом они делают так, что мало кто об этом знает. But if you needed help, they were the first there. Может быть, вообще никто не знает, но если вам нужна будет помощь, требуется помощь, они первые приходят вам на помощь. Afterwards, when I left that methodology, I didn't really associate with physical people anymore. После этого, после того, как я ушел из того движения, из того как бы направления, я, в общем-то, не так уж много вот физически общался с людьми, с физическими людьми, с физическими личностями. Association and training and interaction was on another platform. Все мое последующее общение, обучение, взаимодействие, оно происходило уже на другом уровне. And that was for me far superior to personal association or training. И для меня это было гораздо выше, чем вот личное физическое общение с кем-то. Да, это напоминает то, что в тибетской культуре говорят, что монастырь — та же сансара. It reminds, like in Tibetan culture, samsara in monasteries. И высокие учителя редко бывают высокими иерархами. And teachers and masters of really high level, they are quite rarely are known to be famous in this world, especially in hierarchical sense. Что бы он хотел сказать в напутствие What you would читателям like to журнала? say? Какие-то конкретные советы? Would you give some specific advice? Advice. You know, one psychic person once told me, he said, the best advice I can give you is that think about that moment when you're on your deathbed. You should be able to look back on your life and honestly say, I followed my heart. Ну, что касается совета, мне вспоминается совет, который один такой очень осознанный человек со сверхчувствительностью, со сверхсознанием сказал мне об этом. Он сказал, совет, который я могу тебе дать, когда ты будешь лежать уже на смертном одре, чтобы ты мог оглянуться на свою жизнь и мог честно признаться себе в том, что ты всегда следовал за своим сердцем. Very good. Спасибо вам большое. Thank you. Я надеюсь, не очень отнял много времени. It wasn't